Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поделимся актуальной информацией на 21 ноября. Вы знаете, 21 ноября великий праздник, и сегодня празднуют Михайлов день, и когда чествуют Архангела Михаила. В этом видео мы уделим внимание, что нужно обязательно сделать в этот день, чего нельзя делать по народным приметам, и, конечно же, мы предлагаем вам сказать определенные слова, с помощью которых вы можете обратиться к Архангелу Михаилу и попросить о привлечении изобилия, достатка и финансового благополучия в свою жизнь, потому что 21 ноября открываются врата Вселенной, космоса, когда вы можете подключиться и заиметь те блага, которые, возможно, вы о них достаточно давно мечтали. Также в этом видео мы и уделим внимание лунному календарю. Напоминаем вам, что уже начинается потихоньку убывающая луна. Об этом и не только поговорим далее в этом видео, поэтому обязательно досмотрите это видео от начала до конца. Итак, друзья, начинаем с вами с народного календаря и с народных примет на 21 ноября. Итак, сегодня 21 ноября традиционно празднуется Михайлов день. Это день, когда чествуют Архангела Михаила. В этот день в церквях принято отмечать собор Святого Михаила и других небесных сил бесплотных. Церковный праздник Михайлов день был установлен еще в IV веке, и выбор даты связан с нумерологией, потому что раньше Новый год отмечали в марте, и ноябрь был 9-м по счету месяцем. Его символизировали с 10 ангельскими чинами. 8 число по юлианскому календарю указывает на день, в который должен был произойти собор небесных сил во время страшного суда. Архангел Михаил считался самым грозным ангелом в воинстве Господня. Он отличается бесстрашием, справедливостью и решительностью. Он первый выступил против речей Сатанаила. И Михаил – самый главный архангел, который борется с темными силами и помогает всегда и во всем людям. Поэтому сегодня православные особенно чтят архангела Михаила, веря, что именно он защитит их и поможет им. И, друзья, Архангел Михаил считался покровителем нуждающихся, поэтому сегодня каждый по возможности должен был помочь нищим и обездоленным. Можно было помочь и едой, и деньгами, а кто и крышей над головой, а можно сказать какое-то доброе, хорошее слово, которое поможет человеку и даст толчок в его развитии и, возможно, пониманию каких-то событий или моментов в его жизни. Конечно же, 21 ноября каждый христианин старался пойти в церковь, где он должен был поставить свечку за здравие живых и упокой умерших. Обязательно отслуживался молебен о выздоровлении и спасении от бед, о сохранении государства, а также об укреплении сил. Михайлов день, 21 ноября, запрещено было работать. Хотя, если в этот день есть большая необходимость, то каждый человек трудился, уже тогда считалось, не по своей воле или же ради благого дела. И в таком случае запрет снимался. По народным приметам, тот, кто делает это ради корысти своей, будет наказан. Также 21 ноября начинались народные гуляния, которые были связаны с окончанием полевых работ. Повсюду раздавался смех, все пели, танцевали, веселились, и с этого дня в течение недели устраивались пышные застолья. На столах было и мясо, и пиво, вино, пироги, мед. И первое блюдо, которое съедал хозяин дома, был свиной или говяжий холодец. После угощали важного гостя, которого усаживали под иконой святого Михаила, стоящим в красном углу. А деткам готовили лакомства. Это могли быть и фрукты, политые медом, чтобы они не болели и были счастливыми.
Конечно же, к Михайлову дню заканчивался свадебный сезон, и многие девушки грустили, если они не успели выйти замуж в этом году. Поэтому они 21 ноября шли в храм и молились у иконы святого Михаила, куда приносили пироги, которые приобрели в любой женский день собственного приготовления. Также в этот день было принято угождать дворовому. Бытовала даже в народе такая примета, что если этого не сделать, то дворовой может покинуть двор, после чего в нем поселится беда. Поэтому хозяева 21 ноября несли в хлеб гречневую кашу, пироги, компот и проводили во дворе дегтярную полоску. Знаете, такая своеобразная граница, через которую дворовой не мог перейти. Ну а чтобы задобрить мелких бесов, устраивали куриные именины. Брали худого или старого петуха и топором отрубали голову. Это была своеобразная жертва. Также сегодня в Михайлов день нельзя было ссориться и даже повышать голос. А вот мириться, просить прощения надо было обязательно. И, конечно же, 21 ноября читались особые слова, молитвы, проводились ритуалы, обряды. А также в этот день было принято обращаться за советом к архангелу Михаилу. И, друзья, в нашем видео мы с вами сегодня скажем слова молитвы, с помощью которых вы сможете привлечь изобилие, достаток и благополучие в свою жизнь. А вот рожденные люди в Михайлов день обладали огромным терпением, поэтому вывести их из себя было очень сложно. Из них получались хорошие преподаватели, учителя. Их любили и ценили их ученики. Также люди, которые рождались 21 ноября, могли стать хорошими врачами, а в качестве талисмана им подходил гранат. Почему именно гранат? Дело в том, что этот камень символизирует любовь и дружбу. Его принято дарить в знак большой любви. Конечно же, 21 ноября в Михайлов день были и особые запреты, и наши предки старались их соблюдать. Поэтому сегодня, 21 ноября, нельзя было работать, и потому что это касалось любой работы, которая была связана именно с скоростью. Если же человек работал не по своей воле или же ради общей и доброй цели, то запрет на него не распространялся. Также сегодня благотворительный был труд, и это ценилось, как наши предки считали, ценился архангелом Михаилом. И архангел Михаил за благотворительность мог одарить людей удачей, благополучием и достатком. Также 21 ноября не нужно жаловаться на свою судьбу, иначе жизнь повернется так, что прошлое, даже если оно и не было радужным, покажется вам самым счастливым периодом. 21 ноября надо радоваться всему, что вы видите, начиная от солнышка, а заканчивая прекрасным, например, закатом. И сегодня те люди, которые позитивно настроены, и они благодарны своей судьбе, благодарны тем людям, которые рядом с ними, этот день принесет приятный сюрприз или же исполнение заветного желания. Также в Михайлов день, 21 ноября, ни в коем случае нельзя было рубить, резать, также ткать, вышивать, вязать и шить, потому что сегодня считалось, что работа с острыми и режущими предметами может привести не только к какой-то травме, но и к определенным проблемам. Также сегодня, 21 ноября, ни в коем случае не ругайтесь, не ссорьтесь и даже не старайтесь повышать голос. А вот мириться и просить прощения за давние обиды в Михайлов день надо обязательно, поэтому обязательно это сделайте. И 21 ноября в любое время суток обязательно прочитайте следующую молитву, и всегда деньги будут с вами, а слова ее следующие.
Поклонюсь по первому разу, поклонюсь по второму разу, поклонюсь по третьему разу. Слава тебе, Михаил, архангел! Как к тебе в храм люди торопятся, спешат, к лику твоему святому прикоснуться хотят. Так бы и ко мне, Божьей рабе, называйте ваше имя, деньги всегда липли, прибыль ко мне прилипала. Приставала, закрома мою с собою пополняла. Как полна весной река водою, храм святой полон людом православным, так и я всегда богата доходом. Деньги ко мне стремятся, деньги меня любят, со мной в доме моем живут во имя Отца и Сына и Святого Духа. Эту молитву вы можете читать не один раз 21 ноября, а несколько раз. Например, просмотрели это видео, прочитали молитву. Далее, перед тем, как посмотреть, например, телевизор, перед новостями, прочитайте молитву. И когда будете ложиться спать, также прочитайте молитву. Но если вы ее прочитаете всего лишь один раз, это также будет прекрасно. И сегодня, 21 ноября, на Михайлов день, к аристратику Михаилу обращаются с любыми молитвами, в которых просят о помощи и заступничестве. Помните о том, что слова в этот день обретают особую силу. Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 21 ноября 2021 года. Сегодня у нас с вами 17 и 18 лунный день. Убывающая луна в знаке зодиака Близнецы. Сегодня день общения, радости, дружеских встреч, ярких знакомств и запоминающихся свиданий. Особенно сегодня будет благоприятная первая половина дня, когда энергия на подъеме и любое творческое дело будет идти на лад. Однако следует тщательно контролировать свои силы и энергии, потому что не все смогут выдержать значительную перемену такого ритма. Дело в том, что сегодняшний день переполнен положительной энергией. Наиболее чувствительные люди могут получить важные для своей жизни откровения, которых они ждали уже давно. По этой же причине есть вероятность судьбоносной встречи в этот день, которая осчастливит вас удачным браком, так что стоит приглядеться к новым знакомствам в этот день. Обращаем ваше внимание, что сегодняшний день пропитан любовью, которой захочется дарить своей второй половинке, при этом много и бесконечно. Энергетика этого лунного дня плодотворна и для любых творческих начинаний, так как у вас есть прекрасная возможность самовыражения, которая закончится небывалым успехом. Только направьте, пожалуйста, энергию в созидательное русло, и вы станете автором настоящего шедевра, который удивит и вас самих, и даже окружающих. Так как мы уже сказали о том, что Луна будет находиться в знаке зодиака Близнецы, а в этот период Луна будет действовать в основном положительно. Она будет оказывать помощь в поиске друзей, позволит получить положительную оценку окружающих, а также поспособствует принятию определенного места в коллективе и адекватно реагировать на все, что связано с духовным ростом, свободой, с объединением людей, которые имеют общие взгляды на жизнь. Также сегодня очень хорошо, если вы будете и получать, и в то же время обмениваться информацией, а также совершать короткие поездки. Обычно в этот временной промежуток происходит рассредоточение внимания сразу на несколько дел одновременно, и возникает желание сразу взяться за все. Опоздание, нарушение связи и графика движения транспорта, также может быть перебои в электроснабжении, увеличение числа краж. Обращаем ваше внимание, все это относится к влиянию Луны в Близнецах. Но с другой стороны, именно Близнецы способствуют развитию контактов между людьми, делает их более подвижными и свободными. И, конечно же, что касательно стрижки, то сегодня не нужно бояться никаких манипуляций с волосами. Можно сказать, для этого этот день и предназначен. Даже самая простая стрижка принесет вам больше пользы. Ну, а если вы решитесь на смену имиджа, то точно об этом не пожалеете. Будьте смелее и попросите сделать вам такую прическу, которую вы действительно давно хотели.
Парикмахер, конечно же, поделится своими советами по укладке вашей новой стрижки, что сильно упростит вам утренние сборы на работу в будущем. Обращаем ваше внимание, что сегодня красота приумножается, поэтому стоит уделить внимание ей чуть больше, чем всегда. Волосы, нарощенные в этот день, будут долго держаться и поднимать вам настроение. Окраска волос натуральными красителями в рыжий или светлый тон улучшит сегодня отношения с близкими людьми. Что же касательно прически, то заплетите сегодня небольшую косичку, затем вплетите в нее желтую ленточку. Такая прическа привлечет солнечную энергию и в этот день станет днем надежд и энтузиазма.